Меня зовут Дмитрий Пехард. Я создам любую NURBS поверхность. В предыдущей серии многие инженеры не понимают и не умеют применять трехмерные кривые. Умение видеть 3D-сплайн, определять его и работать с ним приходит с опыта, потому что его форму необходимо контролировать с 3 видов. Сегодня мы с вами поговорим о 3D-сплайне. Задумывались ли вы, что очень многие вещи вокруг вас построены из кривых поверхностей? Начиная от бутылки воды и кроссовок и заканчивая небоскребом или летающим автомобилем. Как инженеры создали изделия, которые нас окружают? Сначала они представляли то, что хотят увидеть, а затем создавали прототип. Вначале инженеры создавали 3D-поверхности из примитивов. А когда дизайн изделий потребовал большего, инженеры создали 3D-поверхности из кривых и получили новые уникальные формы. Ведь даже ваш мобильный телефон построен по принципу криволинейного моделирования. Теперь вы знаете, как формируется 2D-сплайн и каким образом интерполируется 3D-кривая. Можете понять, как формируется график кривизны. Пришло время увидеть, как формируются 3D-поверхности. Чтобы разобраться в NURBS-сплайнах и поверхностях, нужно много времени. Бывает и 10 лет. Хорошо, что вы смотрите мой канал. Значит, вы хотите побыстрее разобраться. И я вам в этом помогаю. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о поверхностях. Алгоритм, который проходят инженеры от задумки до реализации любого проекта, состоит из нескольких действий. Этапа представления замысла, скетча, 2D-чертежа, 3D-модели, анализа КА и КАМ-процесса, а также этапов процесса самого производства. В 3D-моделировании с использованием кривых основную роль играет представление принципов интерполяции поверхности, построенных из базовых сплайнов. Убежден, что без понимания принципов математической интерполяции поверхности и параметрического определения образующих ее примитивов нельзя создать поверхность, удовлетворяющую потребностям настоящего времени, или поверхности А-класса. Вместе с доктором философии и магистром электротехники Стэнфордского университета Стивеном Ву напомним вам, что параметрическое описание поверхности в трехмерном пространстве имеет следующий вид. Параметрическая форма отображает точку U и V в пространстве параметров 2D на точку P от U и V в 3D пространстве. Возможные две различные интерпретации этой параметрической формы в зависимости от метода, используемого для задания степени поверхности. В случае тензорного произведения параметры U и V рассматриваются отдельно, и степень полинома вычисляется для каждого из них. При этом другой параметр остается постоянным. Однако в случае вычисления полной степени рассчитывается полная степень для U и для V вместе. Отмечу, что это различие между интерпретациями тензорного произведения и общей степени является значительным и приводит к совершенно разным результатам. После гомогенизации и поляризации можно произвести следующие примеры параметрических поверхностей. Самый простой тип параметрической поверхности – это плоская поверхность из двух переменных. Рациональная поверхность – это алгебраическая поверхность, которая бирационально эквивалентна плоскости проекции. Треугольник – это важнейший случай n-угольника. Наиболее распространенный способ параметризации треугольника – линейное отображение на него треугольника из UV пространства. Поверхность вращения также является важным классом поверхности, который можно легко параметризировать. Это поверхность в эвклидовом пространстве, созданная вращением, образующей кривой вокруг оси вращения. Прямой круговой цилиндр радиуса r вокруг оси x имеет следующие параметрические представления. Используя сферические координаты, рациональная поверхность сферы параметризуется следующим образом. Поверхность Безье. На практике применяется в основном два вида поверхности Безье.
бикубическая третьего порядка, четырехугольник, определяемый 16 точками, и барицентрическая третьего порядка, треугольник, определяемый 10 точками. Барицентрическая система координат в треугольнике содержит 3 числа, поэтому она не всегда удобна. Граница поверхности Безье состоит из кривых Безье. Точки, определяющие поверхность, определяют также кривые ее границ, включая нормали на них. Это позволяет создавать гладкие составные поверхности, то есть использовать поверхности Безье в качестве патчей. Рациональная поверхность Безье отличается тем, что каждой точке в ее определении назначен некоторый вес, определяющий степень ее влияния на форму поверхности, B-сплайн поверхности. На практике обычно применяются бикубические бесплайновые поверхности. Как и поверхности Безье, они определяются 16 точками, однако не проходят через эти точки. Бисплайны также удобно использовать в качестве патчей, так как они хорошо стыкуются друг с другом при использовании общей сетки вершин. А сами вершины позволяют точно задавать нормали и касательные на границах патчей. Для более гибкого управления формой поверхности применяются рациональные бисплайны, неоднородные бисплайны, а также их комбинированный вариант – неоднородные рациональные бисплайны, которые формируют НУРБС поверхность. Поверхности принципиально могут быть построены разными способами. Из одной кривой, что является одним из первых и непростых теоретических моментов. 2 кривых методом SWIP или SKIN, 3-4 методом SQUARE или LOFT и более кривых в других способах. Навскидку я могу описать более 30 алгоритмов для построения поверхности, которые мы не будем рассматривать в рамках данного видео. Теперь настал момент, чтобы вы увидели, как интерполируется 3D-поверхность. Приятного просмотра! Хороший знак, что вы зашли на мой канал. Часто люди ищут и не могут найти надежного специалиста, который поможет в создании современных НУРБС моделей. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые серии. И вы узнаете много нового о 3D моделировании. Будет интересно! Поверхности бывают планарные и непланарные. Планарность означает, что все точки принадлежат одной плоскости. Планарная поверхность – это частный случай множества трехмерных поверхностей. Поверхности могут формироваться как из базовых сплайнов, так и из ребер других поверхностей, которые по своей сути также являются сплайнами. Вы видите, как формируется планарная поверхность. Точки P0, P1, P2, P3 интерполируют прямолинейный сплайн, который является первым путем. Точки P4, P5, P6, P7 являются вторым путем. Между двумя сплайнами формируется профиль сплайна. Этот профиль тоже интерполируется в плоскости. Между профилем и путями применяется алгоритм формирования поверхности по 2 путям и 1 профилю. При изменении координат контрольных точек пути из планарного состояния в трехмерное происходит интерполяция поверхности в трехмерном пространстве. Изменение геометрии базовых сплайнов ведет к изменению геометрии поверхности.
следующей серии. Поверхность Безье – это параметрическая поверхность, являющаяся тензорным произведением двух кривых Безье с помощью двух независимых параметров U и V. Третья степень часто используется при сглаживании G1 с двух сторон. Вторая группа халов, с которыми мы сталкиваемся, это халы, формирующие внутренние кривые на поверхности. У хала U внутренней поверхности крайние CV одновременно принадлежат и халам, формирующие ребра поверхности. Первый способ контроля за гранью поверхности – это график кривизны. Я создал этот канал, чтобы создавать сложные 3D-модели для компаний и предпринимателей, и инженеров, или обучающихся людей. Испытывайте трудности в 3D-моделировании проекта. Обращайтесь по указанным контактам. И я постараюсь вам помочь.